Друзья, всем добрый день! Я очень рада приветствовать вас на своем YouTube-канале. Сегодня я хочу предложить вам связать вместе со мной вот такую замечательную повязку. Она очень теплая, вяжется очень легко, быстро. Вы свяжете ее буквально за несколько часов. Итак, что нам с вами нужно, чтобы связать нашу повязку? Во-первых, это пряжа. В моем случае это будет пряжа Alize Lana Gold. Состав ее 51% акрила и 49% шерсти. Я буду вязать теплую повязку, поэтому беру вот эту пряжу. Вы можете выбрать пряжу любую, какую вы хотите. Затем спицы. Для этой пряжи я подобрала спицы 4 миллиметра. Ну что, приступаем к вязанию. Берем спицы, пряжу, отматываем нитку и набираем на спицы нужное количество петель. Так как мы будем вязать с вами повязку английской резинкой, то мы должны набрать нечетное количество петель. У меня пряжа достаточно толстая, поэтому я буду набирать 25 петель. Я посчитала, что мне такой ширины повязки как раз будет достаточно. Итак, набираете нужное количество петель нечетное. Так, я набрала 25 петель. Теперь одну спицу вытягиваю. Итак, первый ряд рисунка. Первую петлю снимаем, это кромочная. Следующую петлю провязываем лицевой. Затем делаем накид и снимаем следующую петлю вместе с накидом. Далее лицевая, опять накид и снимаем петлю вместе с накидом. Лицевая и снимаем петлю вместе с накидом. Лицевая, следующую петлю снимаем вместе с накидом. И таким образом довязываете до конца ряд. В конце ряда, сейчас я вам покажу. Итак, вот в конце ряда, когда у вас останется 2 петли, у вас третья петля от конца, вы ее сняли вместе с накидом, следующую провязываете лицевой, и последняя петля у нас кромочная и изнаночная. Разворачиваем вязание. Следующий ряд, второй ряд узора вяжем таким образом. Первую петлю снимаем кромочную. Далее у нас по рисунку идет изнаночная петля. Мы ее снимаем, изнаночную петлю, вместе с накидом. Следующая петля у нас идет с накидом. Мы ее провязываем лицевой. Далее у нас опять по рисунку идет изнаночная петля. Мы делаем накид и снимаем вместе с накидом эту петлю. Далее провязываем лицевой. Опять делаем накид и с накидом снимаем изнаночную петлю. И вот таким образом довязываем до конца ряда. На лицевой и на изнаночной стороне у нас с вами рисунок будет выглядеть одинаково. Итак, довязываем до конца ряда. И затем последнюю петлю, предпоследняя петля у нас идет изнаночная, значит мы делаем накид, снимаем ее вместе с накидом и последнюю петлю провязываем изнаночной, так как это у нас кромочная. Разворачиваем вязание и продолжаем вязать английскую резинку по рисунку, как у нас с вами здесь петельки идут, так вот и вяжем. Снимаем первую кромочную, далее у нас идет лицевая петля вместе с накидом, мы провязываем лицевой. Следующая у нас изнаночная, снимаем ее вместе с накидом. Далее лицевую провязываем, вернее петлю вместе с накидом провязываем лицевой. Далее снимаем с накидом, следующую петлю провязываем лицевой.
изнаночную снимаем вместе с накидом, лицевую петлю с накидом провязываем лицевой, следующую изнаночную снимаем с накидом, лицевую провязываем, затем изнаночную с накидом и так далее. Итак, таким образом вы вяжете длину своей повязки, которая вам нужна. Так как у меня обхват головы 55 сантиметров, я буду вязать длину повязки 55 сантиметров. Вы измерьте свой обхват головы и вяжите нужную вам длину. Итак, я вот связала полотно длиной 55 сантиметров. Вот что у меня получилось. Теперь нам нужно закрыть петли, и нам останется затем сшить нашу повязку. Закрываем петли обычным способом. Еще разочек покажу. Первую петлю снимаем, следующую провязываем лицевой и затем через снятую петлю протягиваем ту петлю, которую мы провязали. Далее у нас идет накид и лицевая петля. Мы провязываем вместе лицевой петлей и затем продеваем сквозь снятую петлю, через ту петлю, которая у нас находится на правой спице. И вот таким образом закрываем все петли нашей повязки. Итак, я закрыла все петли повязки. Последнюю петлю вытягиваем немножко подлиннее. Теперь нам нужно будет отрезать ниточку от нашего клубка. Оставьте ее подлиннее, потому что этой ниткой мы с вами и будем сшивать нашу повязку. Так, берем ножницы, отрезаем ниточку. И теперь эту ниточку продеваем сквозь вот эту петлю, которая у нас последняя осталась, и затягиваем. Все, наше полотно готово. Теперь приступаем сшивать нашу повязку. Вот так ее нужно положить. Затем свернем ее вот таким образом. Затем сворачиваем каждую часть вот так пополам. И вот таким вот образом одну часть вставляем в другую. Здесь вот нужно все поправить, все кончики. Вот так вот у нас с вами получилось. Теперь берем иголочку. Вставляем ниточку. Еще разочек все хорошенько поправляем, чтобы у нас все было с вами ровно. Вот таким вот образом. И теперь начинаем сшивать все вот эти 4 части нашей повязки. Сшиваем вот таким образом, поддеваем все вот эти кромочные петли, вот здесь видно их, косички вот эти. Вот каждую косичку вот так поддеваем и все 4 слоя и сшиваем. Так вот продеваем все 4 слоя, не пропускаем. Здесь вот вначале сделайте пару
стежков, чтобы закрепить. И дальше вот так вот продолжаем сшивать нашу повязку. Итак, я вот дохожу уже до конца. Здесь тоже сделайте пару стежков, чтобы закрепить. Так, здесь сделали пару стежков, чтобы закрепить наш шов. Затем вот так вот по краю сделаем несколько разок вот такие стежки, чтобы спрятать наш кончик. Раза 3-4 вот так вот. Все. Теперь берем ножницы и отрезаем нашу ниточку. Теперь выворачиваем повязку на правую сторону. Вот что у нас с вами получилось. Так, здесь у меня еще остался один кончик. Я его сейчас еще уберу. Вот такая у нас повязка с вами получилась. Очень красивая, теплая, модная. И самое главное, я думаю, очень простая для вязания. Друзья, если вам понравилось мое видео, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забудьте подключить колокольчик, чтобы он извещал вас о новых видео, которые будут выходить на моем YouTube-канале. Большое спасибо, что были со мной, что вязали вместе со мной эту замечательную повязку. Надеюсь, она вам понравилась, и вы свяжете такую повязку себе или своим близким. До новых встреч на моем канале.